привет! Сегодня я расскажу про новшества, которые касаются разработки в Dynamics 365 Business Central. Вот. Как вы знаете, сейчас уже идет переход в Visual Studio Code разработки, и будем разрабатываться экстеншены, то есть приложения, написанные на AL, не CAL, как вы пишете в Dev Environment. Вот. И хочу рассказать о каких-то таких мелочах, которые нас порадовал Microsoft в этой версии. Так, это я. Так, во-первых, что мне очень сильно понравилось, это анализаторы кода. Вот. Их добавили в Extension 2.0, то есть они доступны, когда мы разрабатываем еще для Dynamics Nava 2018. То есть, когда будем делать экстеншены для существующих уже проектов, вот можем их использовать. Что это такое? Это их можно включать в настройках Visual Studio. И что они делают? Они анализируют код. То есть Microsoft уже нас показывает там, где мы делаем ошибки, в частности по красоте кода. То есть там запятая лишняя или begin-end лишний. Вот. То есть такие вещи. У них 4 анализатора. Это Code Corp. Это для анализатора самого кода, то есть то, что мы пишем. Потом per tenant extension cop это это такие получается настройки для тенанта, то есть когда мы разрабатываем. App Source это правила для того, когда мы разрабатываем application, который мы будем публиковать в Extension Marketplace для Dynamics 365. И User Interface Scope — это когда мы, к примеру, не знаю, она нам запретит сделать request page для XML-порта, потому что в веб-интерфейсе его нельзя открыть. То есть нет request page в XML-порте. Так, и вот ссылочка. Я сейчас покажу на демо, как оно работает. Пау. Close folder. Вот, допустим, у нас есть какой-то код. И у меня включены эти анализаторы кода. Это делается очень просто. Мы заходим в User Settings, вот, и в экстеншене для AI Language мы модифицируем наши пользовательские настройки, вот, и добавляем анализаторы кода через тут обычный JSON. Вот, можем добавить еще какой-то. Вот, есть 4 на выбор. И надо, чтобы они были доступны, их надо включить с помощью вот этого свойства. Также мы можем что делать? Мы можем добавлять, не добавлять свои правила, вот, а модифицировать поведение стандартных правил, которые сделали Microsoft. Таким образом, мы добавляем в папку с проектом файл с расширением .ruleset.json. Вот. И в таком формате мы можем, у нас есть ID правила, там на сайте можно посмотреть каждый ID какого-то правила. К примеру, вот это правило, это запрещает нам объявлять неиспользуемые переменные. Очень полезно. Допустим, изначально там просто warming. То есть она нас будет предупреждать, подчеркивать зелененьким. Вот. Но, допустим, для нашего проекта, то есть это устанавливается в рамках проекта, вот, мы можем сказать, что это недопустимо, и error делать, чтобы мы даже не смогли сбилдить этот проект. Так, показываю. К примеру. Вот. Вот, она у нас подчеркивает красненьким и говорит, что она не используется в этом блоке кода. Мы не сможем сбилдить. Так, дальше. Что еще нового? Новые XML-типы. Это такая удобная штука, потому что это с нами знакомый, так как мы не можем использовать .NET,
вот, при разработке. Microsoft добавила как бы возможность Visual Studio Code использовать такие типы. Это что-то типа из System XML namespace .NET фреймворка. Вот. Но они не сильно похожи, то есть там не все методы есть, но большинство методов есть, и в принципе работа с ними очень похожа. Да, так как у нас еще недоступны для разработки те же CAD-юниты XML DOM Management, к примеру, вот, и мы не можем использовать. То же самое File Management тоже не можем использовать, потому что они закрыты. Вот. Поэтому приходится делаться на них, и в принципе довольно-таки несложно было переписать тот же XML DOM Management, то есть реализовать те же функции на этих типах, вот, и потом использовать уже как раньше XML DOM. Так, я потом покажу дальше. То же самое с JSON. Это на Newtonsoft. Вот. Такие типы, в принципе, тоже очень просто работа, разве что нету deserialize object сразу красивенько в наши классы сделать, как можно было делать в .NET. Но буквально за пару строчек кода можно любой JSON десериализовать в эти типы. Ну, очень удобно. И для работы с HTTP, вот, то есть когда мы отправляем веб-запросы, вот, отправляем их, да. У нас есть такие штуки, это из namespace, если не ошибаюсь, SystemNet. Вот. Так. Что по поводу переводов? Как вы, может, слышали, сейчас уже не актуально использовать Caption ML, вот, и вот эти multi-language properties. Сейчас просто Caption, вот, и вместо текстовых констант используется label. Вот. Что потом с ним происходит? Когда мы собираем проект, у нас генерируется XLIF файл. Вот. Это такая большая XML, вот, в котором все наши поля, все наши кэпшены, все наши текстовые константы. Вот. И потом мы можем его перевести. Уже есть довольно-таки много служб, которые занимаются переводом машинным. Вот. Такие как Microsoft Lifecycle. Вот. Он довольно-таки быстро может перевести XLIF файлы, правда, там билиберда получается, потому что машинный перевод. Вот. Его все равно надо править. Вот. И получается, когда мы получили наш XLIF файл, он обычно на английском языке, вот, то мы переводим, ставим еще один, вкладываем в эту папку, там папочка Translation, еще один XLIF файл, уже называем его по-другому, то есть указываем код языка и код страны, допустим, украинский будет UK UA, вот. Русский РУ. Как-то так. Так, и я сейчас покажу много всего. Демо. Так, что я сделал? То на сервере веб. Вот наш бизнес-централ. Сейчас он загрузится. Вот, как видите, я загрузил версию, которая еще разрабатывается. Там каждый день вроде бы билды должны выходить. Вот. И тут, видите, как видно, еще частично не переведено все на русский. Я сейчас поменяем интерфейс. Так, что я сделал? Я добавил такую страницу, которая с другого, у меня есть еще одна виртуальная машина с бизнес-централом, и она там захочен веб-сервис, вот, SAP, вот, так, чтобы показать, как работает HTTP, и я получаю там по паттерну, можно ввести паттерн, допустим, клиентов. К примеру.
Вот этот запрос, я не знаю, они еще не пофиксили его, потому что получается почему-то такая ошибка. Я не могу сделать allow always, потому что у меня нету доступа. Там, короче, пользователь с правами супер не может редактировать одну таблицу на application settings, вот, и не может сделать такую настройку навсегда. Вот, и вот получил клиента, там что баланс, какие-то улицы. Как это сделано? Вот сторона второго веб-сервиса. Сейчас. Open. Так, супер. Тут просто запаблишен код юнит, который возвращает список клиента. И больше ничего, в принципе. А самое интересное, это у нас уже на нашем бизнес-централе. Оп. Страница. Вот, кстати, по поводу переводов. Допустим, иногда у нас бывает такое, что мы не можем, некоторые текстовые константы нам реально не надо переводить, то есть нам интересует значение его на английском. Вот. И если мы будем переводить машинным, то есть автоматически, да, вот оно нам переведет и может что-то испортить. Есть такое свойство в label. Locked true. Вот, тогда оно при сборке проекта не перейдет в XLIF файл, вот, и оно не будет переводиться. То есть мы будем использовать только вот это значение. Вот, в принципе, работа с HTTP клиентом довольно-таки очень простая, то есть устанавливаем авторизацию. Кстати, по поводу авторизации, так как мы часто используем user password, вот, то есть у нас инстанс стоит на user password аутентификации, вот, там получается для HTTP это basic authentication, вот, и чтобы его выставить в HTTP client, нам надо выставить как это header, вот, и как это делается? В принципе, там формат такой, то есть имя пользователя, двоеточие, пароль, вот, только это все потом надо перевести в base64. И это делается довольно-таки просто с помощью temp-blob. У него есть функция toBase64 string. Вот. То есть мы записываем строку с логином, паролем вот через двоеточие и возвращаем в header base64. Еще, я не знаю, еще добавилась такая штука, очень крутая, мне понравилось. Это наши текстовые переменные. Вот. У него появились методы. И мне очень понравилось, когда я увидел метод split. Вот. Он возвращает лист текста. Вот. И принимает строку, то есть можно очень удобно парсить текст. Разбивать его на списочек. Также появился dictionary. Вот, как тип. Так, и второе. А символ для сплита сам указан? Да, как в тексте, смотри. Text.split. Допустим, можно не символ, можно строку, там, что сплитить по... Допустим, я вот тут сплю по амперсанту. Видишь? Так, следующая демо. Это у меня... Опа. Так, я, тут, я делал JSON-запросы, я использовал для демо Twitter, у него есть хороший REST API, вот, и у него довольно-таки полезная штука, посмотрел, это аутентификация по Beezer, вот, то есть мы сперва получаем токен, вот, по пост-запросу, а потом, уже имея этот токен, можем получать, get запросы на, в API Твиттера. На самом-то деле сейчас есть открытая API, открытая. В бизнес-централе есть API REST, вот, которая тоже использует такой вид аутентификации через Microsoft Graph. Вот. Так.
примеру, сейчас, что мы делаем? Вот это СБ, я нашел, это наш смарт-бизнес, оказывается. СБ. Вот. Шорткаты не работают почему-то. Ладно. Вот, мы получаем, отправляем запрос. Первый пошел на аутентификацию, то есть мы получили токен. Второй отправился и получил данные, то есть ID пользователя Твиттера, там ссылочка на сайт этого аккаунта, то есть если мы перейдем по этой ссылке, мы зайдем на smart.it.com. Вот, и количество подписчиков, там, друзей, понравившихся. Вот, как это сделано. Вот, то есть я создал таблицу. Вот, по поводу таблицы. Тут, короче, свойство, которое появилось еще в 17-й версии, Data Classification. Вот. Сейчас она обязательная, то есть нам обязательно вводить. То есть по стандарту там раньше было Customer Contact, вот. Там еще есть End User, то есть End User это когда мы объявляем в поле User ID, вот, который будем использовать как стандарт, вот, то его лучше так обозначать. Вот. Есть еще куча всяких таких системных, к примеру, мы там будем использовать какое-то системное время, то есть это нам необходимо указать там нужные свойства. Вот, end user и что system, metadata. Да, customer content. Так. Почему для первого пользователя? Потому что это автоинкремент. Entry, да. Можно не для каждого указывать. Ну да, ну просто по дефолту используется вот это customer content. Вот. Если ты не укажешь, то... Да. Вот. Получается только два значения? Да? Нет. Data classification там много. Там end user, вот раз, два. Customer content, system metadata и account data. Вот. Как-то так. Сейчас. Дальше. Можно там посмотреть какие-то. Так, дальше. Вот эта страничка. Вот страничка делается очень быстро и довольно-таки прикольно. И что еще прикольно, они добавили image, то есть мы можем увидеть, вот он, правда, не очень, но видно. Что типа у меня было? Так, как делать запросы на JSON? Вот, у нас идет авторизация. Вот. Тут получаем токен, то есть мы берем, набиваем хедеры, вот, и делаем пост-запрос, и JSON парсится вот так вот. То есть у нас через in-stream мы получаем из response контента, считываем поток, вот, запихиваем его в JSON object, вот, и с помощью get и токена получаем значение. Вот, довольно-таки быстро, я считаю. Дальше следующее, когда мы получаем уже данные, то есть мы получили токен, вот, мы начинаем парсить JSON, то есть нам интересует только вот этот объект user, там на самом деле очень огромный JSON возвращает нам. Вот. Мы берем объект и по токену вытаскиваем каждые поля и вставляем запись. Все очень просто. Xlib файлы. Вот. То есть при генерации мы получаем вот такой файл. Вот, он довольно-таки огромный и непонятный. Вот, но после перевода какими-то сервисами вот, можно там ручками править, когда переводишь. Я нашел какой-то в интернете. То есть, она говорит, то, что вот эта нода уже перевелась, вот, и вот его перевод где-то тут.
Так. Source. А, вот, target. Переведено. Так. Что еще по поводу бизнес-централа? Там еще такая штука, когда мы создаем компанию, вот, у нас создается автоматически запись в Application Area Setup. Вот, кто не знает, это такая штука, такая возможность на Вики, она уже давно есть, на самом-то деле, чтобы скрыть элементы интерфейса для пользователей там, и настройка для компании, ну, матрица между компанией и пользователем. То есть можно для какого-то пользователя включить для в какой-то компании, допустим, какой-то, он будет видеть этот экшен, вот, или нет. Вот. То есть Application Area, оно там при включении какой-то App Source Code, оно обязательное, то есть мы всегда должны указывать это свойство. Вот. Так. Так, ну вот, ссылочки я добавил. Есть какие-то вопросы? Информация по бизнес-централу на сайте Microsoft, еще есть какие-то источники, которые... Ну, на сайте Microsoft, ну, я думаю, нет, не полное, но там они, я читал, они запустили какую-то что-то типа академии, то есть там надо получить какую-то подписку, вот, и ты можешь там обучаться, то есть какие-то видеоуроки, вот, по бизнес-централу, там, и для консультантов, и для разработчиков. Вот, кстати, информация для консультантов. Вот, в бизнес-централе можно открыть таблицу, вот, через, ну, посмотреть полную таблицу, короче. Это делается очень просто. Сейчас мы должны по ссылке, сейчас копирую. Оп. Передать параметр, table и номер таблицы, к примеру, 18. Вот. И если у этого пользователя есть права на чтение этой таблицы, то он его сможет открыть и посмотреть все поля. Но только на чтение. Нельзя менять. Вот, я не знаю, это будет очень неудобно. Так, Ну, а на пейдже посмотреть, какой источник. в смысле? Э, На пейдже пейдж посмотреть, source, какой источник? Page ID, source table. Я не знаю, можно дизайнить, можно добавлять поля, но информацию от страницы я не нашел тут, если таблицы, честно. которые используются. Что? Таблица, Ну. Нет, можем только добавлять поля и убирать. ну, это дизайнер. Да. А вот еще когда ты открывал таблицу отдельно, есть возможность данные как-то выгрузить в Excel-чик, например, красиво? Конечно. С таблицы? Да, Сейчас. вот именно из таблицы. То есть Сейчас. часто, допустим, либо разработчик, либо консультант, он заходит в таблицу, фильтрует данные, просто все это выгружает в Excel, чтобы потом что-нибудь с ними сделать. Либо строки можно просто копировать и питьевые. То есть сроки уже можно копировать? Строки, да. То есть их можно выделить все Да, и Ctrl-C и вот это. супер. Сейчас посмотрим. Сейчас. Open in Excel тоже. Кнопка эта есть на страницах. А если можно сделать это уже миллион процентов успешно. Мгм. Щас. Попробуй еще Ctrl-Shift-C. По крайней мере, строки в пейдже классически по любому клику, иначе Ctrl-Shift-C копируется. А на три точки нужны? Там new lines, Или like, даже ну, одну строчку нельзя скопировать? но за страницы нет. Если мы откроем, сейчас. Не так. Вот там это? списочек, да, это меню. Нет, это мы тип отображения, то есть мы можем использовать лист, либо вот такие штуки.
Нет, конечно. Страница, да, какой customer есть? Кастом. Да, страницы. На странице можно... Да, вот на странице есть. То есть с пейджи ты А вот можешь с таблицы, видимо, нет, да. Ну, может добавят, на самом деле. Тут. А вот отсюда попробуй скопировать строки телефона в WhatsApp. Ну, это понятно, он файл. Не, ну все равно, в конце концов, ты можешь в экстеншн добавить время по пейджу со всеми полями, выглядит разработанные данные. Вот этим всем удобно, возможность выглядит вообще сразу. Вот. Какие-то еще? Может, они еще бил, и нет очевидно какие-то проблемы, пока надо их проработать. Насчет application area ты говорил, там какие-то предопределенные значения или ты можешь создавать свой application area? Можно создать, да. Там у них на MSDN написано, как расширять application area. Это просто добавить одно поле в эту таблицу, в application area setup, и подписаться на одно событие, там, где ты что-то, типа свое поле тоже не используешь, и все, в принципе. Вот, то есть ты можешь сам задавать значение, там оно, когда ты прописываешь в коде, оно там не сильно, оно не берется со списочка выпадающего. То есть ты можешь написать что угодно, в принципе. Код Вот. прописать, да? Код своей application area или как? Не, ну да, то есть вот код своей application area, то есть оно не берется откуда-либо. Вот, то есть можно любое тут написать, и оно его схавает. Вот. И этот код ты задаешь в этой Да, application area setup. да, то есть там получается куча булевских переменных, которые там есть basic, есть там warehouse, вроде бы есть all, вот. И если там галочка не стоит, то есть если там есть запись, а мы, допустим, на нашей странице не установили application area, вот, но там есть запись, то есть выбрано, там, допустим, даже если all будет выбрано, вот, то все равно мы не увидим наш контроль. Нам надо удалить, либо добавить свою штуку, либо удалить всю запись. Вот. Или документация, вот я сейчас быстренько пошкрышал, написано, что control settles на работе. Я вот показываю, я даже не пробовал, у меня получалось, не знаю, почему здесь перевод. Ну, может, какой-то билд, хотя инсайдерский бизнес-централ. CU1 уже? Что? Ну, сейчас скажу. Да, кстати, вот есть Dev Environment привычный. Ого. Куда это он убежал? Так, это 13.08. Ну, это не самый последний, по идее. Буквально пару дней назад вышел. Все. Всем спасибо.